Империум Человечества – это самое крупное государство во вселенной Warhammer 40 000, но, увы, не имеющее единой границы. Ее территории постоянно находятся в окружении каких-либо врагов. Тау, Некроны, Орки или зона влияния, Эльдар, места набегов, темных Эльдар и так далее. Поэтому неудивительно, что государство людей имеет широкую номенклатуру военных организаций. И сегодня я бы хотел начать рассказывать про такие организации, которые когда-либо существовали в истории Империума Человечества. Как вы помните, космический десантник – это лицо вселенной Warhammer 40 000 и его визитная карточка, поэтому с них я бы и предпочел начать. А именно с их первых формирований – легионы Астартес. Астартес – это синоним слова «космический десантник». Легионы космического десанта, они же Legio Astartes или легионы Астартес, были созданы императором человечества для завоевания галактики и объединения людей. Легионами руководили примархи. Это искусственно созданные человеческие существа. В бэке Warhammer 40 000 их часто называют богами или полубогами, однако последние часто приписываются и простым космическим десантникам. До обнаружения примарха легион был под управлением самого выдающегося космического десантника. Всего известно 20 примархов. Двое из них, 2 и 11, были уничтожены или изгнаны. Эта информация точно неизвестна. Во времена Великого Крестового Похода, а их легионы также уничтожены или направлены в другие легионы, или в конкретные. Есть версия, что все они были отправлены в ряды 13-го легиона ультрамаринов, но это только версия. Далее я перечислю вам все легионы космического десанта. Называть я их буду так: номер легиона, примарх, число легиона, сколько в него входило космических десантников и чем он особенно выделялся. Первый легион – это Лев Эль Джонсон или Леон Эль Джонсон, можно и так и так. Темные ангелы. Насчитывал примерно 110 000 десантников. Особенности. Рыцарские традиции. Половина легиона во время ереси Хоруса поддалась хаосу, поэтому тут имеет место скрытность и недоверие. Второй легион. Все данные изъяты и уничтожены, ничего не известно. Третий легион. Примарх Фулгрим, дети императора, насчитывал примерно 100 000 космических десантников, но после сражения на Истване-3 его численность сократилась до 50 000. Особенности. Стремление к совершенству. Глубокие познания в искусстве. Предатели. Четвертый легион. Примарх Пертураба. Железные войны. Насчитывал по разным данным от 120 до 180 000 воинов. Особенности. Упор на осадную войну, непреклонность, строительные работы. Предатели. Пятый легион. Джагатай хан. Белые шрамы. Насчитывал примерно 80 000 десантников. Особенности. Маневренная война, минимальное число тяжелой техники, примарх отличался скрытным характером. Шестой легион. Лемон Рус или Лемон Рас, кому как удобно. Космические волки. Примерная численность 90 000 космических десантников. Особенности. Каникс Хеликс, ген волка в генокоде, свирепость, склонность к ближнему бою, наличие мутантов вульфинов. Седьмой легион. Примарх Рогал Дорн, имперские кулаки. Примерная численность 100 000 воинов. Особенности. Упор на осадную войну, строительство, негибкость в выполнении приказов. Опора на долг и честь. Часто примарха этого легиона еще называли претарианцем Терры, то есть стражем Терры. Восьмой легион. Конрад Кёрс или Конрад Курц, повелители ночи. Насчитывал примерно 120 000 космических десантников. Особенности. Крайняя степень жестокости, введение боевых действий, упор на страх и террор, склонность к псайкерским способностям, предвидение будущего. Предатели. 9 легион. Сангвиний. Кровавые ангелы. Примерная численность 120 000. Особенности. 2 генетических недостатка. Кровавая жажда, она же вампиризм,
Черная ярость – это состояние, когда благородный воин прекращал понимать, где он находится, и считал, что он является их погибшим примархом. В этом состоянии он может уничтожить любого рядом стоящего человека или противника. Поэтому такие десантники направляются в так называемую роту смерти, где их гнев направляется сальными капелланами. 10-й легион Ферус Манус. Железные руки. Примерная численность 110 тысяч десантников. Особенности. Считает, что плоть слаба, изменяет части тела на бионические, то есть на механические. Это генетический изъян этого легиона. Упор на науку и технику, создание оружия. 11-й легион. Все данные стерты, ничего про этот легион не известно. 12-й легион. Ангрон или Красный Ангел. Пожиратели миров. Примерная численность 100 тысяч десантников. Особенности. Имплантировали в мозг механизмы под названием гвозди мясника, принуждающие убивать и причинять жестокость, берсерки, упор на ближний бой, предатели. 13-й легион. Рабаут Джелиман или Робут Джелиман, или Рабут Гелиман, или Рабуте Гелиман, ультрамарин. Примерная численность 250 тысяч космических десантников. Особенности. Самый крупный легион космического десанта. Гуманизм, разностороннее развитие, тактическая выучка, наличие собственного государства Ультрамар или 500 миров, имеющие большие права самоуправления, дарованные лично императором человечества. 14-й легион Мартарион. Гвардия смерти. Примерная численность 90 тысяч десантников. Особенности: упорство и выносливость, прямолинейность, усиленная защита от ядов. Предатели. 15-й легион Магнус Красный. 1000 сынов. Примерная численность легиона от 10 до 30 тысяч воинов. Особенности: псайкеры, сильные мутации и стабильность генокода. Предатели. 16-й легион Лунные волки, они же сыны Хоруса, они же Черный легион. Примарх Хорус Луперкаль. Численность на момент начала ереси Хоруса достигала до 150 тысяч десантников. Особенности: завоевали чуть ли не больше всех, их примарх был найден первым. Соответственно, у него было из-за этого и особое отношение с императором и особое положение среди примархов. Направленность на уничтожение командного состава, стратегические удары, высокий уровень боевой подготовки. Предатели. 17-й легион Лагар Аврелиан. Несущие слово. Примерная численность 200 тысяч десантников. Особенности: уклон в религию, выше, чем понятие безумия. Предатели. 18-й легион Вулкан Саламандра. Примерная численность 80 тысяч десантников. Особенности: стойкость, медлительность, упор на науку и технику, более широкий спектр зрительных возможностей. Примарх легиона Вулкан был так называемым вечным. 19-й легион Корвус Коракс. Гвардия Ворона. Примерная численность 80 тысяч космических десантников. Особенности: партизанская война, скрытные удары, генетическая нестабильность после ереси Хоруса. Вследствие работы примарха легиона с генокодом космического десантника и желание увеличить легиона после трагедии в зоне высадки на Истване-5. В результате диверсии Альфа-легиона получили генетическую нестабильность. 20-й легион Альфарий и Амигон. Два примарха, или как их часто называли, одна душа на два примарха. Альфа-легион. Примерная численность от 160 до 180 тысяч десантников. Особенности: скрытное проникновение, скрытность и недоверие, партизанская война, инфильтрация, шпионаж, обманные маневры, предатели. После событий ереси Хоруса было принято решение поделить лояльные легионы на ордена по 1000 космических десантников, чтобы более никогда один человек не мог иметь такую власть, как магистр войны и архипредатель Хорус Луперкаль, который привел многих воинов к предательству и к ереси Хоруса. Ордена Астартес делятся, как правило, на два подвида – кодексные и некодексные. Первые кодексные существуют на основе кодекса Астартес, административном документе, созданный примархом 13-го легиона Рабаута Желимана после ереси Хоруса. Именно по этому документу десантники были расформированы на ордена по 1000 десантников. Некодексные отринули этот кодекс. Самые известные ордена:
Одни из самых известных кодексных орденов — это Ультрамарины, Имперские Кулаки, Гвардия Ворона, Новомарины и Саламандры. Есть очень много этих представителей, но это просто выбрано из списка. Некоторые некодексные ордена: Темные Ангелы, Черные Храмовники, Экзорцисты, Космические Волки, Кровавые Ангелы и Кархарадоны. Список можно вести и так далее. Не все были согласны с кодексом Астартес. К примеру, численность Ордена Космических Волков насчитывается от 10 до 12 тысяч космических десантников до события Rise of Magnus. А кто-то не мог, к примеру, как Кровавые Ангелы, и вынуждены были иметь Роту Смерти, в которую входят поехавшие от изъянов Ордена Воины и так далее. К концу 41-го тысячелетия насчитывалось около 1000 орденов космического десанта. Так называемые бесчисленные сыны или серые щиты. Формирование, сравнимое с легионом космодесанта, из поколения космических десантников Примарис, всех лояльных генетических линий, используемые лордом-командующим Рабаутом Желиманом в ходе неодолимого крестового похода. То есть можно представить, что это формирование насчитывало не менее 100 тысяч десантников Примарис. К концу неодолимого крестового похода численность сократилась, и 13-й примарх привел в Ультрамар, чтобы спасти его от чумного бога, примерно 20 тысяч космических десантников Примарис. Такое сокращение объясняется следующими причинами: потери в ходе похода, распределение нового поколения космодесанта по существующим орденам, воссоздание уничтоженных орденов космического десанта и создание новых. На этом мы сегодня про военные структуры Империума завершаем разговор. Ну а с вами был Старый Стратеговод. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До свидания, товарищи.